Девчоночки, всем привет! Сегодня мы рассмотрим такой животрепещущий вопрос, как купание новорожденного ребенка. Когда молодые родители приезжают из роддома, я думаю, что это самое страшное — первый раз искупать вашу маленькую крохотулечку. Что же потребуется для мытья ребенка? Это ванночка, у нас вот такая. Также нам потребуется градусник, чтобы определить температуру воды. Вода должна быть 37 градусов, чтобы ребенку было комфортно. Также можно определять температуру воды с помощью локоточка, то есть опускаете локоть в воду. Если вам не жарко и не холодно, то значит все нормально, можно ребенка купать. Некоторые купают ребенка просто придерживая голову рукой. Многие же используют дополнительные приспособления, такие как горки и гамачки. Я использую для купания специальный гамачок. Он выглядит вот так и цепляется на ванну. Сейчас я вам это покажу. Перед тем, как наливать воду в ванну, ее нужно будет тщательно промыть. Я для этого использую Пемолюкс. Также некоторые считают, что воду в первые несколько раз необходимо кипятить и мыть ребенка в кипяченой воде. Некоторые же такого мнения не придерживаются. Мы первые несколько раз воду все-таки кипятили, а потом мыли в обычной воде. Что ж, приступим к мытью ванночки. Так, ванночку мы помыли. Теперь мы вешаем гамачок. У него здесь специальные крючки. 4 крючка, которые цепляются за края ванны. Проверяем, чтобы он хорошо прицепился. И наливаем воду. Бросаем туда градусник. Перед тем, как ребенка нести в ванну, не забудьте приготовить полотенце, в которое вы потом ребеночка завернете. Желательно, чтобы полотенце было с уголком, вот с таким, чтобы одеть ребенку на голову. Первое купание для ребенка — это очень ответственный шаг. И многие специалисты рекомендуют, чтобы ребенок не испугался, в первый раз купать ребенка в пеленочке. У меня для купания есть вот такая тонкая пеленочка. Она похожа на марлечку. То есть мы ребенка заворачиваем в эту марлечку, помещаем в ней воду и уже впоследствии в воде начинаем ее помаленьку снимать, чтобы ребенок резко не погрузился в воду и не испугался. И у него были хорошие впечатления от первого купания, и в дальнейшем ребенок любил купаться. Очень важно, чтобы дверь была в ванную комнату закрыта и не было сквозняков. Нашу красавицу мы начинаем помещать в водичку. Начинаем с ножек. То есть аккуратненько опускаем ножки и попу в водичку. Вот. Несмотря на то, что красавица это далеко не первое уже купание на самом деле, но ей все равно как бы она руками так вздрогнула. Это называется рефлекс. Забыла. Какой? Вот, то есть мы начинаем потихонечку вот так поливать ребенка водичкой. Потихонечку, потихонечку. Также можно еще одевать, есть такие же шапочки-сеточки. Потихоньку, помаленечку. На ребенка льем водичку. И смотрим на реакцию ребенка. Первое купание не должно превышать по времени 5 минут. Теперь мы начинаем вот эту вот нашу пеленочку-сеточку потихоньку убирать, разворачивать ребенка, чтобы уже непосредственно ее промыть. Мыть с мылом ребенка нужно не более 1 раза в неделю, так как кожа у ребенка очень сильно сохнет. Берем кружечку и кружечкой ребенка поливаем. Тебе нравится, зайка? Также главное во время процесса с ребенком разговаривать, не бояться. То есть здесь психоэмоциональное состояние родителей. Ну, чаще всего все-таки мамочки купают. Бывает еще купают бабушки, приходят, так как они
опытные приходят помогать первый раз. Но здесь бывает, что бабушки нервничают еще больше, чем мамочки. И это все состояние передается ребенку. Ребенок из-за этого тоже нервничает и плачет. Поэтому главное быть спокойным, и ребенок будет тоже спокойным. Для мытья я буду использовать гель от La Roche-Posay Lipikar. Очень нравится, никаких раздражений от него не было. Боимся аккуратненько, конечно. Ну все, намыливаем. У ребенка в первые месяцы имеется гипертонус рук и ног, поэтому достаточно тяжело промыть подмышечки, так как моя, например, ни в какую руки не дает поднимать и мыть подмышки. Но потихоньку, помаленечку это все-таки нужно делать, потому что грязи там, конечно, скапливается очень много. Также есть проблемы вот здесь вот со складкой на шее. То, что тоже здесь нелегко ее промыть. Но мы стараемся. Козы, потому что шеи тут нет, а тут только сплошные складки. Складки, да? Давай ручку поднимай. Поднимаем потихонечку ручку. Вот, ручку подняли вот так потихоньку. Промываем подмышечку. Следующую ручку открываем. Всю ручку открываем. И подмышечку. Промываем вторую подмышечку. Дальше промываем ножки. Ножки сладенькие. Там тоже под коленочками очень много грязи скапливается. Потому что ножки постоянно согнутые. Ополаскиваем. Есть также разница по поводу подмывания ребенка, мальчиков и девочек именно по поводу половых органов. То есть мальчиков мы подмываем хоть как, ну то есть хоть спереди, хоть сзади. Девочек нужно подмывать спереди назад. И также, то есть подмывать непосредственно девочек особенно нужно не больше 1 раза в неделю с мылом. Для меня также очень достаточно страшным является помыть спину ребенка. Берем. Так, как нам тебя перевернуть? Ох, мамка боится, Настюша. Вот видите, я боюсь, она сразу тоже реагирует, да? Сразу оп, оп. Вот, смотрите. Вот так мы ребеночка ложим вот так. И спинку мы и намылим сейчас аккуратно. И ополоснем. Так, вот. Вот так. И ополаскиваем. Все, молодец. Все, берем полотенчика и закутываем вот эту красотку. Вот мы ее берем вот так. Аккуратно закутываем. Что там у нас полотенце куда-то съехало? Все. Все хорошо. Все. Холодно. Идем быстрее укрывать. После ванны ребенка лучше всего укрыть под одеяло, чтобы ребенок согрелся. После того, как она там полежит, погреется, можно будет сделать массажик. И потом уже одевать. То есть пока лучше пусть погреется, полежит под одеялом. Я всегда так делаю.